Те самые точки на вашей ладони, о которых молчат врачи. Точки нашей гормональной системы. Как мы знаем, гормональная система отвечает за все. За наше состояние физическое, психоэмоциональное, за наше настроение, за нашу трудоспособность. В целом за все. И это суджок-терапия, друзья. Вы на канале Жего Студио. Поехали. Друзья, первая точка. Точка гипофиза. Она находится на большом пальце левой и правой руки. Левая рука по суджок-терапии – это мужская рука, правая рука – это женская рука. Если вы мужчина, вы начинаете первую процедуру с левой руки, если вы женщина, вы начинаете процедуру с правой руки. Потом их можно менять. К примеру, день одной руки работает, день второй руки. Либо же сразу можете ставить на двух. Берем зеленый маркер, так как зеленый цвет – это цвет нормализации и гармонизации. Это стандартный цвет в суджок-терапии, точнее, цветотерапии, элемент суджок-терапии, которым можно также воздействовать на точки. Да, друзья, отвечу сразу на ваши вопросы. Именно зеленая точка, поставленная в проекции какого-либо внутреннего органа, будет нести вам пользу. Смотрите, ставим, отмечаю точечку я гипофиза. За что она отвечает? Она отвечает за всю работу внутренних органов, гормональных внутренних органов. Также она отвечает за стресс, за сон, за либидо и за обмен веществ. Так вот мы ее ставим. Что вы можете с ней сделать здесь? Она ставится вот так вот на левой руке, либо то же самое вот идентично на правой. Вы можете приклеить гречку, семена гречки, к примеру, ну, потому что гречка небольшая, очень удобно, пластырем сюда, в эту точку, либо делать массаж вот такими вот массажными движениями. Это будет также способствовать нормализации. Массаж мы делаем 1,5-2 минутки на каждую точку. Таким вот образом. Друзья, если маркер стирается, ничего страшного, можете поставить его там на ночь и так далее. Почему маркер? Маркером очень удобно. То есть вы просто поставили точечку, вы про нее забыли и все, она уже работает. Реально зеленый цвет работает. Поэтому кто будет писать там в комментариях, что это все фигня, вы попробуйте, прежде чем писать. Я этим пользуюсь и работаю уже с суджок-терапией очень давно. Это один из элементов. Также сюда можно воздействовать иголками. Но иголки это уже дело профессиональное. Это нужно изучать. Поэтому, друзья, вот так вот. Итак, идем к следующей нашей точке. Следующая наша точечка – это точка щитовидной железы, проекция щитовидной железы. Это основные проекции, я вам показываю, друзья. Вот здесь она находится, то есть это проекция, как бы это наша голова, да, тут мы говорили за гипофиз. Здесь у нас вот здесь, вот как раз, видите, проходит вот эта вот складочка, линия так называемая. Вот мы делим по центру. И здесь у нас находится щитовидная железа, друзья, точка щитовидной железы. Можем даже ее вот так вот обведу в кружочек. Друзья, также можем воздействовать на нее зеленым маркером, если у вас есть какие-то проблемы со щитовидкой, с гормонами и так далее. То есть вы можете воздействовать зеленым цветом, можете приклеить сюда гречечку ту же самую, либо какие-то другие семена, ну просто чтобы было комфортно под пластырем ходить с ним. Ходим мы с семенами до болевых ощущений, ну либо пока вам там комфортно, так как если вы что-то делаете руками, это не совсем комфортно будет вам. Поэтому, друзья, можно также на нее воздействовать массажными движениями, вот такими. Еще есть вопрос по поводу, как еще можно воздействовать, мне часто задают. Также есть моксотерапия, продаются маленькие моксы, которые ставятся сюда, подпаливается, идет прогревание. Ну, это можно делать в домашних условиях. Также есть еще специально продается сигара такая, вы также можете прогревать эту зону щитовидной железы. Подходит это абсолютно всем, не имеет никаких противопоказаний, особенно если вы ставите зеленым цветом. Это будет нормализировать ваши процессы. Щитовидка отвечает за набор веса и за сброс веса, за наше настроение и за аппетит. Также щитовидка отвечает за нашу энергию, друзья. И переходим к следующей точке. Следующая наша точечка – это точка надпочечников. Друзья, она находится на обратной стороне кисти. Как определить, где левая, где правая, сейчас вам покажу. Там же, где и почки в целом. То есть, как у нас определяется левая сторона. То есть мы переворачиваем, это левая часть, если так берем. Вот здесь она у нас проходит. Не путайте, а то вы перевернете, подумаете, что это правая. Нет, это левая. Между указательным и средним пальцем ведем вот так вот. Ведем между косточек, видите, вы чувствуете свои костяшечки такие. И вот здесь, как знаете, ямочка такая есть. Вы упираетесь в нее. И вот сверху над ямочкой, собственно, вот здесь находится наша зона надпочечников. Это у нас получается левый. И здесь между мизинцем и безымянным, вот так вот мы ведем. Вот здесь находится правый.
надпочечник. Вот так вот, друзья. Также мы можем воздействовать зеленым маркером, массажными движениями, либо семенами. Отвечают надпочечники за стресс, кортизол, за энергию утром. Если у вас вы перегорели в чем-то, также отвечают за это надпочечники. Вы можете ставить, нормализировать эту работу, и вы уже увидите буквально там через несколько сеансов, как вам станет легче, друзья. То есть не обязательно прям сразу бежать на иголки, вы можете попробовать такую терапию в домашних условиях, можете ставить себе, можете ставить родным, близким, делитесь этим видео с друзьями и так далее. Так, и переходим еще к одним точкам. Следующая точка — это половые железы, друзья. Это яички, яичники. Они находятся вот здесь у нас, вот между средним и безымянным пальчиком. Вот этой вот зоне проекция проходит. То есть если вы поставите точку здесь, 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 то есть неважно, проекция достаточно крупная, поэтому не бойтесь прям именно попасть в ту точку. Это как бы невозможно. Поэтому вот так мы отмечаем. Ну, вы можете поставить, если даже будет стоять точка здесь или здесь, ничего страшного, друзья, вы уже попадаете. За что отвечают? За гормональные процессы, за, естественно, наше половое влечение, за наш вес, за тестостерон, за эстрогены. Поэтому, друзья, также на эту точку можем воздействовать массажным движением, зеленым маркером, также приклеить сюда семена гречки, либо каких-то там растений живых или фруктов, овощей и так далее. То есть неважно. Вам показать две точечки дополнительные. Это не гормональные железы, а это почки, которые регулируют гормон ренин. Также они, естественно, взаимосвязаны с надпочечниками, также влияют на общее ваше состояние и энергию. Друзья, они чуть-чуть ниже надпочечника вот здесь. Очень хорошо можно воздействовать фасолькой. Вот прям фасоль, знаете, как выглядит, как почечка сама по себе. Поэтому можете их ставить вот сюда вот, на эти точки. И они также будут регулировать ваш гормональный фон, друзья. Все наши точки в сборе наших гормональных желез. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет знать больше и пообщаться со мной лично, подписывайтесь на Telegram, оставляю ссылочку под видео, QR-код на экране. Также, кто хочет поддержать мой канал, буду вам благодарен за любую финансовую поддержку. Для меня это очень важно, так как все финансы я кидаю на развитие своего канала. Вот вам тоже QR-код и ссылочка в описании под видео. Благодарю за просмотр, оставляйте свои комментарии, как вы справились с этими точками, буду вам благодарен, всем буду отвечать. Всем хорошего настроения, всем пока.